Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем качать Волка Джека на 7 уровень, поднимать ему рейтинг, буститься и все такое. Но перед этим я там заметил в ивентике, вообще заметил то, что вроде с патчем 3.18 нам добавились... Стоп, бицепсы. Кстати, бицепсы неплохо дают. Начали давать за 5%, да? Да. В общем, в двухдневном событии почему-то вот такое вот есть. Феромоны начали давать. Как вы помните, феромоны у нас были отменены в игре. Если я ничего не путаю, потому что я что-то так себе это все помню. Ну, в общем, их когда-то ввели, потом отключили. И вот сейчас их опять вернули. Где эти феромоны? Вот они. Они работают очень странно. Я, наверное, как-нибудь их затещу, покажу вам снова. Надеюсь, их уже сделали адекватными. Привлекать врагов поблизости, пока доступна активная способность. Как это работает, ну, и как это привлечение работает, в общем, непонятно. Для кого это нужно, тоже непонятно, потому что, ну, как по мне, это бред. Типа второго клонского носа, на самом деле. Но посмотрим. Вот такие, кстати, мне предметы выпали на Волка Джека. Сейчас попробуем вот такую сборочку. Конечно, это полный бред, но давайте попробуем. Интересно же, будет, как в соло-боях мы будем тушить пожары, да? Открываем, кстати, 7 уровень. Получается уже 3200 хпшки. Но 7 уровень это неплохо, кстати. Волк у нас, наверное, что-то среднее будет по хпшке. Я, кстати, думаю, может попробовать Волка поднять пожестче, сделать его. То есть забустить его прям... По рейтингу имею в виду, конечно, не по уровню, потому что по уровню от меня ничего не зависит. Как вы знаете, я уже открыл, наверное, предметов... Ой, легендарных ящиков штук 7-8. И как вы знаете, что мне ничего не выпало, к сожалению. Но это, в принципе, не страшно. Выпадет когда-нибудь, да. Когда-нибудь прокачаем. Будет как с Никсом докачал до 14 уровня. И перестали падать жетоны. Ага. Ой, давайте откроем смайлик, посмотрим. Новенький. Бедный, несчастный волк. Ну, как всегда, впрочем. 8 уровень пока качать не будем. В принципе, здесь еще... Ну, мне только на 8 хватит, на 9 я уже чувствую, что мне не хватит. А мне как бы хочется еще 10 прикачать. Тут вот скинчик будет. Ну, ладно, давайте распределять атрибуты. Опять же, сейчас я большинство атрибутов распределяю в дальность. И немножко забиваю на перезарядку, 4%. Ну, вот здесь мы докинем перезарядку. Почему так? Чтобы доставать до противника. Это логично, потому что волк, по сути, обладает почти всем ближним. У него тут пулеметик с лука, копье, взмах, да, круговой. Так, что у нас тут? Сколько? 5% или 6% перезарядки. Это у нас лук, дальность, конечно, берем. И бомба. Бомба здесь... которая катится. Ну, в общем, неважно. И от нее тоже толку такого на самом деле мало. Потому что, ну, видите, тут 4%, тут 6% дальность. Но дальность, ну... Если бы она попадала еще, понимаете, да... Тут момент думаешь, ладно, давайте перезарядку поставим. Сделаем что-то более-менее сбалансированное. И отправимся в боец. За прекрасного волка, пока скины на него вроде Анубиса не доставали. К сожалению, хотелось бы мне на самом деле с Анубисом поиграть. Кстати, пойдем в соло-бои. Да. Анубис на самом деле интересный скинчик. Посмотреть бы его. Ну, может быть, как-нибудь на этом сервере вырву наконец-то. Может, там уже все включили. Посмотрим, в общем. Надо бы как-то туда зайти, заценить. Так, опять же. Блин. Вот, кстати, видите, баг мне полностью сразу почти снял, да? Почти сразу мне снял, ну, ускорение убрал. За счет чего он мне убрал ускорение? Это... Блин, как же не люблю лед. За счет того, что состанил, да? Своим активным навыком. И вот за счет этого стана я, получается, только что мгновенно вышел с активного навыка и получил бонус. Хотя, по идее, такого вроде не должно было быть. Да. Я что-то не заметил, что там 6 уровень. Ох уж я. Еще и кнопочки, как всегда, на хпшку. Ну, опять же, если их нажимать за секунду, за 2 до того, как тебя убивают, это уже бессмысленно. Ну, ладно, проехали. Бывает. Все из этого Брюса. Если бы не он с тем баком, блин. Не могли вот просто поставить и умереть. Что надо было? Давайте повоем немножко. Может, что-то поменяли уже волка? Ну, мало ли. Это же разрабы. Ага. Все, максимальный вой. И погнали.
Походу максимальный вой отображается другим цветом. Посмотрите, как он стреляет. Сейчас покажу. О, опять очередной... Вы посмотрите. Какой дерзкий Брюс. Я просто офигеваю. Блин, ну может меня убьет? Ну что это за бред? Ну почему третий Брюс спокойно убивает седьмого волка, а? А? Как же бесит. Ладно. Он, короче, один глаз зажимает, типа прицеливается. Упорото смотрится на самом деле. Вот видите, отменил у меня красный бонус, да, получился? Когда максимальный, такой голубоватый, бирюзовый бонус получается. Опять же, круговое копье. Просто третий Брюса душит. Нет, без зубов вампира такой себе на волке играть. Да, без третьего слота пока что нельзя. А лучше с третьим слотом. Давайте повоем немножечко. И погнали. Ну да, вот красный. Надо попробовать какую-то вторую стадию заценить. Ну, кстати, промахнулся копьем почти впритык. Обидненько. Тяжело, тяжело. Почему-то какие-то Брюсы постоянно против меня попадаются, которые меня почти убивают. Давайте врубим еще. Давайте вторую стадию подождем какую-нибудь. Нет, луна это уже третья. Или тут сейчас две стадии, и только с первобытным циклом откроется третья. Хотя нет, видите, тут и снизу красное, и сверху. Ой, что-то странное. Очень странное на самом деле происходит как-то. Давайте еще раз попробуем затестить, а ну-ка. Воет. Не снялось. Все, навыл на максимум, да? Отключаем. А теперь без красненького под ногами. Ну и в чем логика? Как это понимать? Ох уж это теперь. О, видели, кстати? Вот самое интересное, вот когда Дона плавает, снаряды и все остальное, как-то я точно вот замечаю, как оно летит прям в нее. Но игра такая, да нет, тебе показалось. Ну вот прям, знаете, что самое интересное? Оно прям летит в нее, в эту Дону, я вижу, как прям в нее прилетело. Но игра такая, да нет, тебе показалось. Ну, кстати, золотой лук, вот посмотрите, уже по дальности достаточно прилично. О, ты тоже. Надо похилиться, потому что... Ага, ну бас. Кстати, вот легендарное копье. Не, все-таки на 7 уровне уже достаточно неплохие атрибуты у персонажа получаются. Знаете, гранатку Дона. А что такое? А что такое? А все, бежать некуда, да? Вот, кстати, видали, да? Дона меня насквозь, короче, это прокусила без урона. Ой. Как же мне это нравится. Не, ну волк вот эта штука на самом деле такая бесполезная, просто слов нету. А этот активный навык. О, ну конечно. Сейчас мне, кстати, Дона выиграет. Шучу. Получилось успеть нажать лук раньше, чем Дона. Ну блин. Без зубов вампира я сюда больше не пойду. Надо срочно брать зубы вампира. Они хоть как-то надают отхил, потому что волку хп прям капец как не хватает, особенно в драках с бичником, которые почему-то дамажат так же, как и 7 уровень волк. Падение, да? Ладно, давайте меняем предметы. Блин, ну 4 уровень, ну посмотрите на эти... Ой, мне так не хочется это все брать. Это уже 2 недели прошло. Вроде как, или неделя только. Не, это неделя только прошла, я уже читаю. Ну, то есть, я, по сути, открыл только 1 пак серебряных сундуков. То есть, 25 серебряных... Ну, ладно, больше. Я еще 7 легендарных... О, промолчу, короче. Промолчу, сколько сундуков открыл. Но... Почему так мало предметов падает? Это просто капец какой-то. Ладно, сейчас будем зубы вампира тестить. 4 уровня, да. Мощные зубы вампира. А ну-ка, повоем. Сбить не получается. А ну-ка, ну. Еще. Все, максимально навыл. Теперь опять красненько работает. Похоже, это просто анимация, которая не всегда срабатывает. Похоже на то. Ну и, конечно, я догнать не могу Яру. Не, ну а что ее догонять? У нее скорость выше, да? Логично же. Подумаешь, я под усилением скорости был. Да кому оно нужно?
Хорошо, что Яра была первого уровня. Фух, мне повезло. Ну, кстати, драка с Ярой первого уровня, да? Пол хп нету. Баланс, баланс. Ну, этот меня, кстати, дробовичком бахнул. И пол хп снял. А я его с дабл гранаты бахнул, и даже пол хп там не было. Странно, странно. Ладно, давайте побоим. Соберемся сейчас со скоростью и побежим кого-нибудь убивать. Так, Никса убили, теперь этого убиваем. Очередной Брюс. Жесткий, дерзкий, как пуля, резкий. И Яра здесь прибежала, такая мощная, сильная. Доминация. Жалко, что, ну, вот как-то хочется чего-то большего от активного навыка. Но ничего не дает. Бесполезный активный навык, да? А еще ж пассивка у волка есть, которая увеличит ему урон и выживаемость, да? Увеличивает. Только ни разу не видел, чтобы она работала. Ой, прекрасная пассивка. Она, знаете, либо настолько маленькая, что ты даже не замечаешь, либо я не знаю просто, что это такая за фигня. Ну, сейчас мы это, надо, кстати, бы затестить, да? Похилимся, чтобы Никсу не досталось аптечкам. Гений Никс прыгает в ближний бой против волка. Гений Никс. Так, иди сюда, гений, давай. На тебе. Ближний бой против волка, да. Гениально. Опять же, вот эта вот штука, которая не пойми за что отвечает. А что это такое сейчас? А, это, наверное, пассивка, которая активируется, когда хп у противника мало. То есть это она действует, наверное. Или это она кадешится. Ой, как же сложно. Но сейчас она не сработала. Хотя. А вот сработала. Ну вот видите, что это за прикол? Нет, это походу кадешка. Походу она срабатывает, когда у противника мало хп. О, капканчик. Видали? Сейчас мне, походу, она должна работать. Только почему-то она анимационно не отображается. Я же Кенгру мало хп только что оставлял, да, по идее? Ну вот, сейчас черепаху я тоже мало хп оставил. А вот видите, вокруг волка что-то появляется. Это, походу, она, пассивка эта. Точняк. Видали вот эта анимация? Вот это, понимаю, анимация богов. Блин, жалко, черепах умер. Я еще хотел потестить. Ну ладно, у нас, в принципе, еще времени есть. Давайте еще один боец катаем. Попробуем затестить еще пассивку. То есть пассивка — это какая-то черная фигня вокруг волка, которая работает секунд, наверное, 3. То есть бонус на секунду 3. И это нужно еще запоминать, когда у противника хп уменьшается меньше половины. Да? Ну вот. Бот не в счет или в счет? Бот не в счет. Понятно. Запомним. А нет, сработало, видите, даже с ботом сработало. Ну да, секунду 3 работает. Ну, маловато на самом деле. И КДшка долгая. Слишком долгая. Во-первых, вот надо бы как-то это затестить. А то обычно противники умирают, когда у них мало хп. Надо будет как-то найти какого-нибудь противника первого уровня, забить ему меньше половины хп, посмотреть, чтобы активировалось. И затестить, как же он будет меня бить. Хотя, да, это сложно будет сделать. Это надо именно тестировать как-то по-другому. Ну, по-другому не получится. Может, на тестовом сервере попробуем. В общем, ребят, посмотрим. Потому что как-то хочется, знаете, чтобы это было адекватно затестировано в плане того, что уровень был, что у тебя, что у противника одинаковый, чтобы не было вот этих вот странных, непонятных порезок, которые у нас в игре есть, да, сейчас. Это первый момент. Ну и второй момент, это нужно, чтобы идеальные условия были, то есть ты там против противника 1 на 1, никто не мешает. Он бьет тебя сначала до этого 1 раз, потом бьет под пассивкой 1 раз. И вот так вот затестировать это надо будет как-то. Ой, слишком сложно. Слишком. Ну вот это единственный вариант, как посмотреть реальную разницу в уроне. Потому что разрабы не захотели показывать. Так, вот, все, работает, бей. Ну. Непонятно, ребят, непонятно.
Это надо все тестировать реально со своим, с таким же уровнем, как ты хотя бы. Ну, кстати, можно будет на 10 уровне потестить, я думаю, спокойно. Сейчас Никса забайтим, смотрите. А ну, забайтесь. Ладно, повоем пока что. Кстати, можно так вот выйти и кастовать, да, что-то уже. То есть заранее уже можно прицелиться, к примеру, той же гранаткой и скастовать ее. На жирафа шотнули, понимаю. Ну, кстати, вот пассивка тоже опять работает до сих пор, только что. У нас жираф активировалась. То есть это прекрасно, на самом деле, потому что пассивка активируется очень часто. То есть это, знаете, неожиданный такой мини-бонус получается. В плане урона и в плане защиты. Опять же, хочется этим бонусом как-то контролировать его. То есть, чтобы не было такого, что ты там стоишь. Ну, короче, хочется просто использовать этот бонус как усиление для персонажа. Все-таки он дает урон, если я не ошибаюсь. Ух ты, 6 уровень Никс, опасный противник. Повоем. Сейчас мы навоем. Блин, я случайно нажал кнопку. Вот же я нубас. Никс пошел в ближний бой против волка. Ай. Ну, кстати, лук неплохой все-таки у волка. Давайте повоем еще немножко. Завыватель. Кстати, в зоне тоже можно выйти, она не сбрасывает. Хорошо. Это мне нравится. Ну и все, последний противник убит. Вот такой вот волк. Вот такие вот победки. Немножко он сонный, да? Ну, прикольный волк. Че? Надеюсь, все-таки следующего персонажа все-таки енота добавят. Потому что как бы уже прошли те периоды времени, которые обещали разрабы на создание персонажа и все такое, но... Подождем, увидим, как говорится. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, что думаете по поводу волка, по поводу тестов, да, вот этой пассивки его странной, непонятной, которая... Ну, кстати, сейчас даже прочитаю вам, потому что там же написано, что она увеличивает, по идее. Жажда крови. Когда Джек чует поблизости цель с низким уровнем здоровья, у него ускоряется восстановление. Восстановление это КД. И снижает... Ага. То есть КД уменьшается. Это типа ярости бака, да, по КДшке будет. И снижается получаемый урон. Это типа щитка черепахи, который блокирует спинные выстрелы. Ну, не блокирует, а уменьшает урон от выстрелов. Или от всего он уменьшается спинный урон. Короче, ну я так понимаю, это одно должно быть. Вот эти вот две штуки. Но как они в реальности работают, я пока не заметил, потому что, ну, разницы пока что не чувствуется. Возможно, когда прокачаем на более высокий уровень, сможем затестить. Ну, с большим количеством атрибутов, там, с максимальной перезарядкой. Это все будет заметно, видно и будет чувствоваться. Пока что, ну, все непонятно. В общем, на этом все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.